Ну что, Realme GT6, GT7 Pro. Вылет в великолепный Дананг, Вьетнам. Увидите обзор одним кадром. Понеслась. Так, ну стандартно по катушке у лифта. Скоро будет аэропорт. Видите, Соньки у меня забрали. Я с боссами. Хотя лучше полетел с Соньками. И фронталка максимум в 1080p 60 fps. Вот так в лифте сможете себя снимать. Так, ну что, машины 1080p 60 fps. И 4К 60 fps. Тоже машина. Вот так бы это выглядело, если бы себя снимали. И, кстати, здесь направленный микрофон. На секундочку. Ультраширик только в 1080p 30 fps. Вот так. Немного дорожных видов. Жаль, нет 4К 120 fps. За эти-то деньги, да, GT7 Pro. Ну все, к аэропорту подъехали. Так, ну что, как говорится, Дананг всегда проще. Это второй аэропорт Бангкока. И вот так это все выглядит, когда ты сюда приезжаешь. А, кстати, здесь есть еще третий маленький. Но туда прилетают только чартеры. И там не так все романтично. Вот так сможете снимать. Видите, какие... Вот она работа со светом, даже с основного сенсора. Вот что это за... Вот так снутри выглядит аэропорт. Здесь, кстати, можно сразу перевести деньги, снять в банкоматах, либо перевести в необходимую валюту. Кстати, адекватные все время обменники. И снова 4К 60 fps. Ультраширик, конечно, подбешивает. 1080p 30 fps. Это прям вот просто затычка. Ну и фронталка точно не на 75 тысяч, который я отдал за него. Это 1080p 60 fps. И с другой стороны, она даже у Vivo по сравнению с Samsung печально, а там еще дороже. Не хотят они фронталки делать. Хотят, чтобы фронталки у Самсунгов и Яблок остались. Так, 4К 60 fps без HDR, и по ощущениям плохо достаточно кондиционер работает. Не в обычном, не как в Suana Home или как там его. Странно. Короче, я не знал, у меня, оказывается, бизнес есть какой-то там, лаунжи бесплатные, потому что у меня банков этих немерено. И вот это вот дело все, я так понимаю, бесплатно. Можно брать и накидывать, и есть. По-моему, 3 часа здесь можно тусить. Удобно. Десятка, кстати, тоже. И нельзя делать нойз. То же самое на фронталку. Ну, это максимально дешевый аэропорт, максимально дешевые выходы, максимально дешевая авиакомпания, супер огромные самолеты. Как на этом. Как на грузовом летишь. Вот почему я в лаунже сидел. Вот такой вот хаос. Дальше классический автобус. Дешево и сердито. Ну, хоть не пешком. 4К 60 fps и самолет. Есть ощущение, что это как маршрутка прям. Абсолютно стандартный рукав. Смотрите, кстати, обзор из Ханоя. Здесь поприличней. Аэропорт прям современный.
Очень приличный. Вообще зачет я не ожидал. Сделано вообще прям клево. 4К 60 FPS. Все довольно быстро. То есть не успели зайти, уже чемоданы катаются. Так, вот так выглядит выход из аэропорта. Очень странный, но интересный. Очень все по-домашнему здесь. Так, в аэропорту это у нас основной модуль. Карты принимают международные спокойно, а вот обменник я не нашел. Наверное, где-то был, но он не при выходе. И плюс проверяют почти весь багаж, почти, ну, во всяком случае, у всех. У меня ручной проверяли по сканеру. Такая дорога из аэропорта. Ну, напоминаю, что я еще на Айку 13 также поснимаю день Дананги. Может быть, еще на Xiaomi 14, но не факт. Драконовский мост. Может, я его еще сниму сегодня. Но, скорее всего, уже завтра. X3, X6. Через темное окно с тонировкой. Вот так будет это все выглядеть. Такой вот отель внутри кафешки. Или кафешка внутри отеля. Непонятно. Эко. Так, вот так вот выглядит лобби. Прикольно. Сразу дают чай. Но за такие деньги неудивительно. И номер. Душ. Кровать. И балкончик. Но на него не выйти. То есть вот это вот 10 баксов, 250 тысяч. Проще говоря, это $40 R4. Вот такой вот отельчик. Но они, кстати, все похожи плюс-минус. Без зеркал. Вот такие здания здесь рядом. Очень быстро приходят в негодность. Видите, бетон как пошарпался. По большому счету город новый. Здания тоже практически все новые. Но вот так. X3, X6. Вот, ну, вообще не романтично как-то. По съемке X3, X6, X3, X2, кстати. Ага. Изменение освещения прям безумно радует. Обожаю Realme. Я уверен, что чего-то допилят. Просто на данный момент очень забавно. И, кстати, вот балкончик, можно выйти на него. Здесь водичку включить, а вот там море. X2, X3, X6. Что-то как-то вообще не фокусируется. X6, ну ладно, X2, X1. Так, все-таки не один день будет. Будет 24 часа, наверное, в Дананге, Вьетнаме. Потому что мало видео. Обратите внимание, какие здесь в этом супер романтичном отеле перила, арматура. По-моему, 6, да, 10. Вот выглядит уже так более интересно. До этого выглядело не так интересно. Крестик, кафешки. Но здесь все по одинаковому типу сделано. Hello? Вот так. Вам рассказывали правду. Вон там живность. Вот она. Видите? X6. X6. А, не видно. А почему не видно? Вот она убежала. О-о. Кто видел, тот молодец. Кратко, живности здесь вечером просто море. А днем они чуть-чуть выбегают. Еще немного маленьких и больших зданий. Думаю, вам интересно чуть-чуть.
если мне интересно даже. Хотя, ну нет, Ханой другой был, вообще другой. Тут просто туристический город построили. Притом в основном китайцы, мне кажется. Вот такие классические здесь разного стиля здания везде. Но это еще неплохо. Вот такой вот садик финский. Гольф-зона, магазинчики. Говорю, здесь просто вот все про туризм. Единственное, я говорю, запахи и вечером живность. Но я вам поснимаю ее. Я думаю, вы догадываетесь, какая здесь живность. Вот таких просто бешеное количество рестиков, кафешек и всего остального. Романтичные запахи канализации и стройка небоскребов полным ходом. Но как всегда, сначала строят супердома, а потом будут все здесь перерывать, потому что коммунальные штучки не рассчитаны. Почти по всей Азии так. Очень интересная тема с этими круглыми лодками. Я их видел тоже. В них много народа плавает. И пляж. Как в Паттайе-на-Джамтене, очень большой. И широкий. Кстати, вот так отель этот выглядит, а-ля Эко, с которого я вам снимал виды. Включил HDR. Немногим лучше. Ну вот так. При съемке, конечно, моментально. Сейчас в HDR снимаю. Моментально просто исчезает все. Заряд. 1080p 60 fps. Да, после тая я уже в куртке хожу при 24. И норм мне. Кстати, что по электронике. Фу. Опповские, смарты, вивовские, как раз первые. Xiaomi-шки. Ну, все как у всех. Только ценники не особо романтичные. Говорю, переводите все в рубли, и потом становится все на свои места. Что это все супер-мега дорого. Хотя, как говорится, все относительно. О, активы здесь 5 есть. И немного фронталки. Я просто про то, что можно сову на глобус натягивать. Но у Realme как было видео, так и осталось. И фото то же самое. У GT6 глобальное, по-моему, было не хуже как минимум. И 4К 60 FPS. Вот сейчас уже подхожу как раз к набережной, к моей рабочей квартире. Вот сейчас увидите, как, во-первых, доставщики кофе в Вьетнаме могут делать. Во-вторых, чаще всего и в Ханое был примерно такой же лифт, такой же дом, то есть здесь маленькие домики рядом с набережной. Речка не романтичная, но смысл довольно простой. У тебя либо кафешка, либо ремонтная мастерская на первом этаже, а рядом вот такая набережная. Ханой была точно такая же. И вот, привез кофе. Так, вот такую вот пиццу возят в Дананге. Это раз. Два. Доставка, кстати, такая же, как и у обычного граба во всей Азии, одинаковая. И еще раз вид. Вечерело. Наверное, через окно не очень романтично и не очень понятно. Я просто тестировал сейчас GT7. Так, ага. И я вам скажу, что по тротлинг-тесту не все волшебно. О, как интересно отрабатывает. Баланс белого, да? X3, X6, X3. Давайте-ка, там, где освещенное место.
X6, X3 и... Ого-го! Что это со светом? X2, X3, X4, X6. Вообще интересно, вот смотрите. X3, X2, X1. Самое интересное с этим делом, соевого соуса не было. Вот. Так, если что, выглядит всегда на 1500 рублей. И еще салат. Вот, с доставкой. И 1080p 60 fps, вот такой вот Дананг. И вот так из окон машины все это выглядит. Отель выглядит прикольно, еще прикольно вот там кораблик выглядит. На него я, наверное, с него я поснимаю на Айку. Завтра, послезавтра. X3, X6, X1. Вот где по-настоящему много людей. X3, X6, лошадки X3, X2, X1. И здесь платить надо заранее, то есть даже подойти посмотреть нельзя. И лучше, наверное, брать билет в 15:00 и 7 часов веселиться здесь на всяких штуках. И я вам скажу, я уже проклинаю все, что я сюда сел, потому что это очень высоко, это X6, и я еще не на самой верхушке. Но если вы боитесь высоты, я вам очень не советую сюда ползти. Я заполз. И еще раз 4К 60 FPS. Вот там на здании много неоновых огней. X3, X1. И вот такой вот прыжок в никуда. И покатушки. Я прям-то хочу туда. Короче, ждите на Айку 13, когда буду делать обзор. Скоро им придется 4 на 5 менять. Да? Ну, народ катается на машинках. Клево очень. Очень клево. Много пространств, много локаций. И все не выглядит дешевым, я не знаю, как сформулировать. То есть все здания такие серьезненькие, масштабные, очень по-азиатски. Сканер, кстати, классически не работал. И на колесо получается $6, 600 рублей билет. X3. Еще с днем потом сюда скатаюсь, а пока только на колесо. Да, и тем более все уже почти закрыто. Ну и немного парка, наверное, чтобы хоть чуть-чуть было интересно. А завтра еще чего-нибудь добавлю. Потому что в Дананге не особо чего-то смотреть, но и для этого сюда не летят, летят отдыхать на пляже и тусить в караоке. X3, X6. И самое ужасное, что я еще не на самом верхней позиции. И сразу в голове прокручиваются эти тиктоки, где обозрение колесо ломается. Вот. И отношение к Вьетнаму поменялось. Как я уже сказал, на фронталку перейти нельзя. Точнее, с фронталки на основу. Ну что, и закончить этот обзор я хочу стандартно для своего канала. Это съемка, разумеется, на смартфон. Разумеется, у него включена его родная вспышка. И примерно так вы сможете снимать на Realme GT7 Pro, если решите его использовать для блогов. Лучше ли это вариант? По мне однозначно нет. У той же корпорации PPK есть минимум все смартфоны Vivo, начиная с 80-го, которые пусть даже красят, но средняя температура по больнице, по мне, у них будет по съемке лучше. Опять же, решать вам. Насчет того, что здесь будет еще контент будет на Айкуте 13, там будет кораблик, вот эти вот руки бога, еще что-то. Вьетнам приятно удивил, у меня есть такие же обзоры на Ханой.
можете посмотреть. И вообще, в принципе, куда я не летаю, я всегда беру смартфон и стараюсь какие-то новые модели тестировать как раз в режиме реального времени. С чем я буду его сравнивать в основном ролике? Это с Xiaomi 14T. Почему? Потому что 14T больше, чем в 2 раза дешевле в ритейле. Ну или примерно в 2 раза дешевле. А по съемке, я бы сказал, особенно по фронталке, у меня очень много вопросов к Realme, я думаю, как и у вас возникло. Это, наверное, все, что я хотел бы рассказать в этом ролике. От меня девайсу ничего. То есть я расскажу вам в обзоре, который будет уже, я думаю, послезавтра или может быть завтра на этот смартфон, может через 2 дня. И я его еще, разумеется, протестирую в играх. По поводу Вьетнама, сейчас не сезон, начинается, повторяюсь, сезон в январе. И пока впечатления положительные. Еда вкусная в Дананге, дешево относительно и интересно. Надолго смысла нет, здесь не особо чего смотреть. Но на недельку, если вам захочется из Азии в Азию прилететь за те же там между Азией, если вы не знали, между странами Азии самолет, ну не знаю, там 6 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. Я в прошлый раз летал за 7400 в Токио, то есть ну плюс-минус. Поэтому девайсу от меня, да или нет, узнаете в обзоре. Обзор одним кадром будет, прожарка будет и еще будет полноценный обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Напоминаю, что это китайская версия GT7 Pro, но мне не кажется, что она может быть хуже, чем глобальная. По железу паритет по мне. Можете меня поправить в комментах.